Хотите приготовить вот такие чудесные кадо с орехами? Посмотрите, какая красота и какая вкуснота. Здесь у меня 600 грамм муки высшего сорта. Муку обязательно просеивайте. Добавляем сюда ванилин. Перемешайте. Теперь добавляем сюда 200 грамм вот такого мягкого масла. И руками хорошенько вмешайте масло и муку друг в друга. Несколько минут, и посмотрите, мука и масло очень хорошо перемешаны. Видите, что получилось? Теперь осталось добавить кефир и замесить окончательное тесто. Здесь у меня 250 мл кефира. Добавляем сюда чуть больше половины чайной ложки соды. Перемешаем. Будут какие-то реакции здесь происходить. Кефир будет увеличиваться аккуратно, чтобы не вылилось это все. Смотрите. Итак, заливаем этот кефир. Перемешаем, и тесто будет готово. Это тесто не нужно долго замешивать. Как только образуется однородная масса, на этом все. Посмотрите, какое чудесное тесто. Мягкое, не прилипает к рукам. Вот такое и должно получиться. Заворачиваем это тесто в пленку, куда хотите, что у вас есть. И поставим это тесто в холодильник минимум на 30 минут. Можно и подольше. Пока тесто отдыхает в холодильнике, подготовим начинку. Здесь у меня 300 грамм грецких орехов. В хорошо разогретой сковородке обжарим их минут 5. При этом постоянно помешиваем деревянной лопаточкой, чтобы они не подгорели. Прошло 5 минут. Посмотрите, орешки поджарены. Этого достаточно. Убираем с огня. Теперь эти поджаренные орехи нам нужно измельчить. Можете измельчить вручную, можете скалку использовать, то есть как вам удобно. У меня есть вот такой чудесный кухонный комбайн, поэтому я буду измельчать здесь. Рекомендую вам не измельчать очень мелко, так чтобы кусочки ореха чувствовались, когда вы кушаете. Будет вкуснее. Я думаю, на этом достаточно. Теперь добавляем сюда сахар. Рекомендуется 50 на 50, то есть 50% орехов, 50 сахара. Можете чуть больше, можете чуть меньше добавить сахара по вашему вкусу, в зависимости, насколько сладким вы любите выпечку. Итак, я добавила сюда 250 грамм сахара. Напомню, что ореха у меня было 300 грамм. Теперь это все перемешаем. Начинка готова. Можно еще добавить сюда корицу, например, если вы любите. Я просто обожаю корицу, и везде, в любые выпечки, когда это возможно, я добавляю ее. Поэтому и сюда я чуть-чуть добавлю корицы, но это по желанию. Тоже перемешаем, и все, начинка наша готова. Тесто пробыло в холодильнике около 30 минут. Теперь нужно его раскатать. Тесто надо раскатать тонким слоем, примерно 2-3 миллиметра должно быть в толщину. Используйте муку, но не очень много муки. Посмотрите, на какую длину и ширину я раскатала это тесто. Вот какая толщина. Примерно 2 миллиметра, наверное. Постарайтесь со всех сторон, чтобы было ровно, насколько это возможно. Теперь нашу начинку равномерно распределим по всей поверхности теста. По краям оставьте примерно сантиметр-полтора без начинки. Аккуратно, смотрите, заворачиваем каду. Видите?
Вот так вот. Все это хорошенько пальчиками вот так вот соединим. Толщина кады зависит от вас. Хотите потолще, хотите потоньше. Я вот так вот чуть-чуть еще постараюсь вытянуть тесто, чтобы када получилась немного поменьше размером. Концы вы здесь тоже хорошо закрепите по возможности. И с другой стороны тоже. Осталось нарезать каду на маленькие кусочки. Если у вас есть красивая форма для нарезки, то када будет еще красивее. Вот примерно вот такую толщину я сделаю. Обязательно берите острый нож, пожалуйста. Теперь нарезанные пирожные переносим на противень, который я всегда застилаю бумагой для выпекания. Перед тем, как поставить противень в духовку, смажем поверхность кады яичным желтком, разбавленным в небольшом количестве воды. Ставим в разогретую до 180 градусов духовку минут на 20-30. В зависимости от размера вашей кады вам может понадобиться чуть больше или меньше времени. Когда вы увидите, что ваши кады позолотели, выключайте и доставайте. Около 30 минут я продержала свои када с орехами в духовке. И вот посмотрите, пожалуйста, как они прекрасно выглядят, как они хорошенько пропеклись. Переносим на тарелку. Горячие, аккуратно, чтобы не обжечься. Аух. Давайте разрежем и посмотрим, как изнутри это выглядит. Посмотрите, сколько орехов внутри, сколько начинки. Вы видите? Посмотрите, какая полосатая, вкусная выпечка. Обязательно приготовьте и попробуйте. Это очень и очень вкусно. Приятного вам аппетита. Спасибо за то, что смотрите. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всегда их внимательно читаю и по возможности отвечаю.